привет! У меня есть 43-дюймовый телевизор Skyworth, и вы даже не представляете, какая жесть его ждет. Это будет, наверное, самый изощренный и страшный краш-тест телевизора, который видел YouTube. Серьезно. Издеваться я буду до тех пор, пока не уничтожу экран в хлам. И если вы такие сразу в комменты писать «Зверь, лучше мне отдай», спокойно, есть второй телек, и вот его можно забрать. Чуть позже расскажу как. Ну а сейчас к делу. Есть такой странный фильм, называется «Во всем виноват енот». А у нас во всем будет виновата муха. С нее все и начнется. Представим, что по телевизору бегает муха. И чем же ее еще замочить, как не тапком? Можно еще раз. Телек хоть и не мой, но все равно стрёмно лупить. Все нормально с ним, как и с мухой. Может быть, я ем в этот момент. Тогда в экран точно полетит ложка. Ребят, вы видели, он пошел прям полосами. Бедный, прости, пожалуйста. Ладно, ложка — это слишком тяжелое испытание для этого телевизора. Попробуем что-нибудь полегче. Ну мячик нормально пережил. Если в доме есть ребенок, то, в принципе, не страшно. Кстати, о детях. Сейчас попробую писать на экране шариковой ручкой, а потом посмотрим, можно ли ее стереть. Такое тоже бывает. Дети они такие. Так, ну шариковая не пишет и не оставляет никаких следов на экране. Давайте попробуем гелевую. Та же история. Шедевр создать не получится, я так понимаю. Дальше игла. Что будет, если воткнуть ее в матрицу? Чтобы током случайно не жахнуло, буду использовать плоскогубцы с прорезиненными ручками. Ну что, пробуем? Так, ну что, это испытание телевизор прошел, и на экране остались лишь легкие царапины. Держись, мой хороший. Так успокаивает нервы. Телевизор бывшего. Мелкие царапины остались только на защитном слое. В этом месте матрица не пострадала. Так, ну что, видим, что ножевые ранения телевизор перенес с трудом, и остались на экране глубокие порезы. Совсем забыла про муху. Пора подключить что-то мощное. Напалм. Капец, он тут поплавился. Все работает, муха он бегает. Интересно, а вот здесь можно подковырять еще или нет? Так, ладно, поехали дальше. И еще одно извращение – это наждачка. И с ее помощью попробую протереть дырку и добраться до жидких кристаллов. Интересно, насколько они жидкие? Может, реально вытекут? Давайте, жидкие кристаллы, выходите.
Ой, да ну, так можно вечно стереть. Так, ну вот тут ссадина такая. Ладно, я долго этого избегала, но пора, наверное, попробовать самое страшное, что реально может случиться с телевизором. Он стоит себе на мебели, крутит спокойно сериал и... Ой, что это? Так, давайте посмотрим, как тут наш герой. О, покойся с миром, братик. А теперь разогрев перед фаталити. Проедемся по нему колесом. Так, ну что, давайте посмотрим, что сзади. Капец, он практически целый. Ребят, вот из чего нужно строить дороги. Класс, 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 ребят, вот они, жидкие кристаллы. Наконец-то добрались. Крутяк. Слушайте, это антистресс, я поняла. Мне надо такое домой срочно. Так. Блин, у меня уже фантазия закончилась, чтобы с ним еще такого сделать. В общем, я довольна, было интересно. Надеюсь, и вам понравилось, и если это так, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите колокол. Я думаю, мы будем еще писать такие тесты, поэтому пишите, какую технику хотите видеть, и предлагайте, что интересного можно с ней провернуть. Да, и не расстраивайтесь, что телевизор ушел в никуда. Напоминаю, что у меня есть другой Skywars для кого-то из вас, новенький и целенький. Переходите на наш блог вот по этой ссылке или из описания видео и принимайте участие в конкурсе. Там, как всегда, все очень просто. Удачи вам и берегите свой телевизор!